Всем добрый день! Тема сегодняшнего разговора – это стоимость декоративной штукатурки. Чем отличается штукатурка подешевле от штукатурки подороже? В чем ее принципиальная разница? Почему мы решили снять это видео? Потому что это вопрос частый. Так как у нас очень большой ассортимент в отделе, то есть у нас от самых дешевых и до самых дорогих, и вот этот вопрос, он все время задается. Почему вот это дешевле, в чем ее разница? Тем самым, сняв видео, мы себя избавим от лишней болтовни в отделе, то есть когда мы одно и то же много раз повторяем. Потому что очень много к нам ходит подписчиков, они это видео посмотрят и, соответственно, может быть, еще кому-то это пригодится. Разница вот в чем. Тоже давайте снова пойдем издалека. Стоимость декоративной штукатурки. Ни один производитель не даст состав, он его не напишет, из чего детально, сколько в граммах добавлено того или другого ингредиента. На этикетке, как на дорогих, так и на дешевых, написано, например, акриловая дисперсия, функциональные добавки, наполнители. Это все, что пишет производитель. И производитель прав. Если он напишет весь состав, тогда все разом побегут, ну, допустим, да, декоративную штукатурку изобретать, там, дорабатывать и производить. Все же думают, что это очень легко делается, но вот в чем смысл. Мы не знаем ингредиентов, даже мы, торгуя и нанося этот материал, мы можем его только чувствовать, знать, на что он способен, тот или иной материал. Мы можем его чувствовать, можем его наносить, но мы не знаем составляющие. Давайте будем сравнивать с тем, что всем абсолютно известно, с блинами. Все знают, что такое блины. Все умеют печь блины, да, какие там ингредиенты. Чтобы получить хорошие блины, мы можем их сделать на молоке. Мы можем добавить туда яйцо, муку, там, гашеную соду. Кто что добавляет, у всех свои рецепты, но основное это молоко, яйцо. Хорошее масло, чтобы не вонючее было. И также, например, бывает на скорую руку, дома нет молока или дома недостаточно яиц, и делаются блины на воде. Грубо говоря, там одно яйцо, вода, мука, и вот тебе тоже блины, и самое дешевое вонючее масло. Это же тоже блины, да? Это тоже блины. Просто они не будут такими вкусными, как те блины, которые по рецепту изготовлены. То есть все компоненты в достаточном количестве, и еще что-то своего добавлено, может быть, у всех. И масло хорошее. Вот это и стоимость, собственно говоря. Вот и стоимость. На одни блины вы потратите там стакан муки и вода, а на другие вы купите молоко и яйцо. Это в 2-3 раза выше стоимость. То же самое со штукатуркой декоративной. Если штукатурка дешевле, это значит она на воде, а не на молоке. Ну да, образно говоря. Если штукатурка дешевле, то там нет каких-то ингредиентов, которые позволяют ей быть более эластичной, которые позволяют ей долго не засыхать на стене, позволяя работать длительно, формируя фактуру. То есть дешевые штукатурки, это не говорит о том, что они прям совсем уж какие-то отвратительные, но у нее гораздо меньше возможностей. Это обосновано. Вот просто взять, сделать блины на воде и продать их как хорошие блины не получится, да, люди ж не идиоты. И здесь в штукатурке то же самое. То есть не может быть такая штукатурка плохого качества и, ну, скажем, дешево, да, затратили на нее, она будет достаточно низкого качества, ну, тоже из нее, в принципе, можно много что сделать. То есть многие эффекты, но правда, конечно, дорогая, она будет получше. Она будет более эластичная, у нее много возможностей. Например, ведро штукатурки за 3 рубля, ведро штукатурки за 5 рублей. Так вот, та, которая за 5 рублей, она будет... Из нее можно сделать это и то, и 5-е, 10-е. Вот из этой штукатурки, которая за 5 рублей. А штукатурка, которая за 3 рубля, из нее можно сделать это и то, а 5-е, 10-е уже не получится сделать. Также та штукатурка, которая дешевле, она быстрее засыхает. То есть она не тянется по стене, она менее эластичная и она быстрее сохнет. То есть нужно работать быстрее. Потому что подсыхая, штукатурку, ведь особенно если, допустим, не профессионалы, вам ведь нужно время какой-то участок нанести, потом следующий участок нанести, вот это вот все соединяется, чтобы не было шва. Так вот штукатурка, которая дешевле, она будет быстрее засыхать. Она будет менее эластичная. И нет у нее столько неограниченных возможностей, как у той, которая подороже. Которая подороже, она и слой плотнее держит. Ее и пригладить можно, и приполировать ее можно. Ну, то есть много разных.
Вот и вся принципиальная разница. Но даже самая дешевая штукатурка, она в любом случае лучше, чем обои. Ну, в любом, во всяком разном. Даже самая дешевая штукатурка. Те мастера, которые работают с декоративными материалами, они знают прекрасно разницу. То есть они знают, что стоит это, что стоит то. Больше-то ведь мы видео для обычных людей снимаем. В чем разница? За 1000 рублей, например, или за 5000 рублей? Вот в этом разница. Ингредиентов не хватает в той. То есть они же... Цена же, она не с неба снимается, она берется из расчета компонентов. То есть затрачено на производство штукатурки, купили то. Тогда она стоит 5000 рублей. Захотели сэкономить, люди просят. Например, дилеры просят, давайте сделаем дешевле, давайте сделаем дешевле. Вот из этого списка, который мы взяли на дорогую то и 5-10, уберем несколько ингредиентов, и получится она у нас дешевле. Соответственно, какие-то свойства она потеряет. Вот это все, что я могу вам сказать о декоративных материалах, дешевые и дорогие. Я не видела на самом деле очень дешевой штукатурки, которая бы мне понравилась. Ну, то есть, чтобы вот прям, это вот прям супер штукатурка там за 1000 рублей. Я такой не встречала. Все равно говорим про средний и средний плюс, больше преимущественно. Хотя дешевые тоже есть. Есть люди, кому на сдачу надо квартиру сделать, например. Даже штукатурка, которая дешевле, она ж не осыпется, не отвалится. Ну да, у нее нет много возможностей, да, ей работать сложнее, но на какой-то промежуток времени, то есть достаточно длительно, ее можно сделать и квартиру сдавать, она не осыпется, не отслоится, ничего. Я также хочу еще сказать, у нас в описании есть все ссылки, где с нами можно выйти на связь. Это мессенджеры, то есть там прям прямая ссылка, вы туда нажимаете, переходите, отвечаем вам по этой ссылке либо я, либо Роман, то есть мы обязательно вам отвечаем, вы можете с нами консультироваться и заказывать у нас товары. Товаров очень много. Также я хочу сказать, что если вам нужно, например, эконом-вариант, вы говорите об этом открыто, в этом нет ничего такого. На сдачу надо, там еще что-то надо, или мне не надо дорого, зачем мне дорого? И мне самое дешевое пойдет. Тогда говорите открыто, мы будем сразу рассматривать именно дешевые материалы и подбирать под ваши нужды. Если что, у вас остались вопросы, вы их пишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь и ставьте лайк.